Всем привет, с вами IG Daily, Культура скорости, и сегодня у нас наконец-то на тесте ID Buzz. Тот самый, который всех поразил своим дизайном, некоторых с негативной стороны, других с позитивной стороны. И мы посмотрим сегодня, действительно ли это самый лучший, это даже не универсал, а такой бус от Volkswagen. И правда ли, что он может составлять конкуренцию Т1, то есть в прототипе которого они сделали обратно возврат к своим корням. И мы разберем технически, хорош ли он или не очень. Это версия ID Pro, у нее батарея 86 киловатт. Примерный расход, если вы медленно едете, в районе 19-20 киловатт на 100 километров. Максимальная мощность, которой можно заряжать этот автомобиль, 200 киловатт. В принципе, для его размеров, для его массы, разгон у него 7,9 секунды, что даже на сегодняшний день очень-очень хороший результат. Причем эта версия самая обычная, это не GTX, это не полный привод. Есть жирные версии GTX, в которых еще и вам добавляется все-таки лошадок, которые будут вас перевозить с точки А в Б, либо в каких-нибудь путешествиях. Зарядки хватает на этом, конкретно этом автомобиле, хотя у него такая небольшая батарея, по нынешним меркам, от 300 до 400 километров, в зависимости от времени года, как вы едете, от вашего стиля вождения. Вернемся к дизайну. По дизайну я считаю, что это один из самых красивых автомобилей даже на сегодняшний день. В принципе, у него очень интересные линии, тупой такой нос. В принципе, они сказали, что нам плевать на аэродинамику, мы хотим такой вид, мы хотим, чтобы это был Т1, но в новом исполнении. Колеса, сразу видно, колеса здесь огромные. Колеса, я когда первый раз увидел на прототипе, в принципе, на GTX версии были вот такие огромные колеса, по-моему, даже 21 дюйм. На эти здесь стоят 20-дюймовые, 235 на 60. XL, это, в принципе, недорожная должна быть резина под тяжелый вес, потому что вес автомобиля тоже внушительный. Вот эти все линии, это все очень красиво здесь сочетается. Очень все здесь гармонично выглядит. Здесь, чтобы не оставлять полностью голой, они сделали на первых моделях и дальше на многих автомобилях, что здесь поступает свежий воздух, и если запотевает заднее стекло, оно свежим ветром обдувается. Здесь они просто это решили оставить, чтобы не оставлять простую пустую стойку. Здесь очень красивые новые диодные фары. Если мы смотрим корму автомобиля, здесь зарядка для него. Я не знаю, она здесь так открывается. Нет, это надо с салона открывать. Мы сразу смотрим здесь колесо шире, потому что это по факту и по сути заднеприводный автомобиль. И здесь они решили оставить больше колесо для стабильности вождения. По традиции сразу начинаем с заднего ряда смотреть. Что я сразу заметил, то есть машина открылась, да, но сама дверца, она здесь полностью, ее надо руками двигать. В принципе, уже на многих автомобилях и на Мерседесах и на всем остальном это уже сделано электрически, закрывается, открывается. Это, в принципе, очень удобно. Это также коротенькая версия, и она здесь 5-местная, то есть не 7-местная, есть 7-местные, она в базе немножко длиннее. Что мне здесь сразу бросилось в глаза, это то, что, во-первых, эти сиденья мы уже где-то видели на самом деле. Скорее всего, это какой-нибудь мультивэн или еще что-нибудь очень похожее. Здесь регулируется спинка. И вместе со спинкой ходит тоже само сиденье. Можно выставить себе как вам угодно, как вам удобно. Также здесь есть ручка, чтобы удобно влазить, вылазить. Даже есть свой климат сзади. И это, по идее, хорошо должно работать. Также здесь мы видим столик. Если вы, в принципе, подвинете сиденье и выставите столик, я не знаю. Не, вот он. Ну, он не в совсем горизонтальном, но его можно выставить, чтобы он был в горизонтальном. То есть это очень классно. Здесь кармашек. Я не знаю, что вы можете сюда засунуть. Окорочок какой-нибудь, наверное. Это очень интересно. Мы делали для этих сидений
полностью всю электронику. И я здесь тоже заметил, что в этой модели они полностью механические. То есть они в этой версии поставили полностью механические сиденья даже спереди, что для этой цены, об цене мы говорим в конце видео, хотелось бы, конечно, видеть электрические сиденья, хотя бы какие-нибудь элементарные вещи, такие как наклон спинки, езда вперед-назад, поясничная поддержка и так далее. Здесь этого, к сожалению, нет. Но, как я уже сказал, если вы здесь сядете, а сижу я сейчас сам за собой, и вот я сейчас положил, супер удобно, очень много места сверху. Владелец, насколько я знаю, возит здесь велосипед, с этим тоже, да, нет никаких проблем. Вот для этих целей, конечно, машина классная, то есть это уже не минивэн, и она не такая громоздкая, как, например, там тот же Т5, Т6, там, я даже не знаю, какая сейчас последняя версия, Т7, наверное. То есть она меньше, она компактнее, и здесь очень много места, то есть это и подойдет вам как грузовой автомобиль, и как для семейных поездок. То есть вы себя здесь очень классно чувствуете, себя здесь свободно и комфортно. Сразу мы посмотрим на материалы. Материалы здесь у нас, к сожалению, не те, которые бы я хотел видеть. Здесь пластик, здесь пластик, здесь пластик, здесь пластик, здесь кожезаменитель. Ну и здесь, конечно, приятная такая тряпичный материал. Сидеть на нем, конечно, я не скажу, что прям супер приятно, но и не омерзительно, да, как бывают некоторые модели, там, корейские, не буду говорить какие. Но здесь я бы хотел немножко все же увидеть какой-нибудь больше, где всегда руки соприкасаются, должно по качеству быть получше. Кстати, здесь стекла не открывают, зато есть подогрев. Есть сзади подогрев сидений, что тоже очень классно, и не во всех автомобилях он имеется. Мы сейчас находимся в кормовой части автомобиля, смотрим багажник. Багажник здесь просто гигантский. Это классно. Что сразу бросается в глаза, эта штука, она не электрическая, она полностью механическая, она довольно тяжелая, ее если открываешь, ее надо тянуть. Амортизаторы ее могут вверху держать, но вам надо все равно своим весом немножко толкать ее. Как я уже сказал, все-таки это зависит тоже от комплектации. Я не знаю, есть они тут электрические или нет, скорее всего, могут быть. Но хочется такие вещи в 2025 году, почти 2026, видеть все-таки немножко, чтобы они были уже в вашем автомобиле и были как база. То есть Volkswagen надо конкретно задуматься, чтобы такие вещи, как электрическое открытие дверей, электрическое открытие багажника было уже с завода во всех комплектациях. То есть вот эти вот амортизаторы, чтобы их не было. Это было по заводу здесь. И сделано оно для того, чтобы вы, когда раскладываете, у вас получался ровный пол. Потому что тогда, получается, если ее нет, у вас не получается ровного пола. И задние кресла, когда вы сложите, будет ступенька. Здесь также есть такие красивые со значком Volkswagen. Очень классно сделано. Что здесь еще сразу бросается в глаза? Это обилие всяких зарядочек. Там USB-C зарядка есть. Здесь есть обычная прикуриватель, так скажем, 12-вольтный с одной стороны. И видно, что они сделали это универсально, что они хотели, чтобы одинаково было в версиях 7-местных и в версиях 5-местных. Абсолютно ничем не отличается. То есть тут есть подлокотник. Подлокотник здесь мягкий, хороший, красивенький. По цветам мы дальше посмотрим по салону. Есть тоже своя история у этого. В целом багажник классный и большой. Если вы хотите здесь спать, я человек почти 1,80 м, то есть помещусь в любом случае. Это как не двухспальная прям кровать, но мне кажется, здесь, наверное, 1,20 м, 30, 40, где-то так будет у вас. То есть вдвоем вы можете лежать здесь без каких-либо проблем, будет как обычная кровать. Здесь, кстати, есть у них тоже, если вы посмотрите, здесь есть воздух, то есть он идет и на задний ряд. То есть они унифицировали, хоть и база здесь короткая, я не знаю, в короткой есть базе, как бы дополнительно можно поставить каким-то образом сиденье. Ну, это в принципе не совсем важно, но уже есть факт, что тут для еще третьего ряда есть уже воздуходуйка, и всем будет комфортно ехать. Тут вопрос состоит в том, что если на самом деле здесь два вентилятора, скажем так, отдельные для своего ряда, если есть, то это вообще супер. Что я, кстати, здесь сразу заметил, уже для видео
Вот здесь уже у вас тоже тут какие-то нюансики есть свои, они обратно не защелкиваются, не знаю почему. Вот если можешь ближе показать, там. Вот тут как бы отходит немного. Это вопрос, конечно, не знаю, может быть даже к качеству сборки. Ну, в целом так и есть. А сейчас мы окунемся в мир роскоши и комфорта этого прекрасного Volkswagen ID Buzz. Что сразу бросается в глаза, я уже сказал, это не просто так выбрана эта гамма. Такая гамма была также в Т1. И потом в новых New Beetle'ах, в Жуках так называемых. И вот эти вот все нюансы, они почему-то не делают на самом деле выводы, почему был так называемый их новый Жук не такой популярный. Они тоже использовали вот такие вот белое. Вот если вы берете для себя автомобиль, тут надо хорошо подумать, хотите ли вы такую светлую расцветку. Это даже не кремовый цвет, да, который можно как-нибудь там типа адаптировать. Это вот прям такой светло-серый. Здесь такой... Вообще, такие цвета называются сложные цвета, потому что вы не можете сказать, это зеленый, это светло-голубой, это хаки. Такое интересное решение. Оно, конечно, красивое. Оно, к сожалению, не сильно практичное, и оно не сильно современное. Но что мне очень нравится... как я уже сказал, что мне здесь тоже не понравилось, это полностью здесь все механическое. И вот сейчас я здесь не помещаюсь, мне надо чуть подвинуть. Механизм остался, наверное, с 5-го гольфа механизм остался. Но что они обновили? Сразу начнем с того, что они обновили, и это очень классно. То есть здесь полностью мне очень нравится. Я еще ездил в прототипе, когда я даже не видел эти карты, как они выглядят, дверные карты. Я не видел, как будет выглядеть здесь, потому что здесь было полностью у нас пластик и так далее. И мы этого... Просто я этого лично не видел, когда мы делали эти сиденья. Я ездил только на прототипе. Руль уже был, этот руль. Он остался с сенсорными кнопками. И это тот же руль с сенсорными кнопками. Они тоже от него отказались. Они сказали, больше мы не будем использовать. И также они не будут больше использовать этот белый цвет, потому что есть на то причина, да. Ну, особо никто не хочет светлый салон, и это не сильно продается такая тема. Также здесь у нас, как и во всех новых автомобилях от Volkswagen, новый мультифункциональный. Здесь у нас, как на каких-либо Мерседесах, полностью здесь все. И омыватель, и поворотник, и свет. И, короче, все. На Мерседесе, я говорю, у меня был Мерседес, когда 2004 года, там уже был такой мультифункциональный. И они вот сейчас, буквально там год назад до него дошли, может быть, 2. К нему надо привыкать, но это очень классно, когда все в одном. Остались здесь сенсорный руль, оставили. Вот этот монитор тоже. Вот что мне в Тесле не нравится, например, в тройке, там еще в каких-то моделях, что у них нет вот этого дисплея. На самом деле это очень удобно. Тут вам не надо много информации. Я хочу здесь видеть немножко навигатора, немножко скорости, немножко зарядки. И если это все есть, это уже удобнее. Вам не надо, как в Тесле, смотреть на экран, где у вас там скорость показывается, и вам все время тыкаться. Также здесь, что мне не нравится. Во-первых, это старого образца монитор. У них есть на 1 размер больше, по-моему, по системе. Ну, уже классно выглядит на самом деле все. Они уже допилили, но они сказали, что они тоже будут делать это все больше с андроидом. И собственной навигацией системы они хотят от этого уходить. В принципе, то, что в Форде, к примеру, они тоже сказали, на этом очень колоссальные суммы могут они экономить, если они сделают это все на андроиде. То есть самая простая, базовая что-нибудь здесь есть, радио. И все, больше у вас тут ничего не будет, вы будете подключать телефон, потому что каждый человек имеет сегодня телефон, подключаться в систему, и у вас уже с CarPlay будет все здесь высвечиваться. Навигатор ваш гугловский, все остальное. Это, в принципе, вы экономите как концерн на этом гигантские деньги. Вам не надо этот софт делать, эти навигаторы, в этом париться, делать людей, обновлять карты. Это все равно карты обновляются, это кому-то надо ездить и их обновлять. У Гугла, то есть это их специализация, можно сказать, они на это работают, они хотят этим заниматься. И объективно гугловские карты, они хорошие, такие же неплохие, как и Apple'овские. Volkswagen сказал, что они будут от этого ходить, они будут больше инвестировать в CarPlay, так называемый. И, конечно, вот эта система, как она здесь есть, ее больше, скорее всего, не будет. Вот видно, как сообщения приходят и все остальное. Здесь подстаканники.
тоже классная тема сделана. В целом свежесть дизайна мне все равно нравится, хоть бы какие бы минусы не были. Здесь некоторые решения, тут дьявол кроется в мелочах, как скажем. И здесь они сделали, вы можете здесь ложить, что вы хотите, и телефон, и так далее. И здесь такие вот есть рейлинги маленькие, вы можете ими выставлять. И есть, например, вот этот скребок, вот он даже нарисован с снежинкой. И здесь такое написано caps. Вы можете как пиво открывать, или воду, или что-либо другое. И обратно здесь тоже регулировать и также дальше вставлять. Это очень интересно. Также эта консоль, ее можно полностью взять, снять, вытащить. Здесь два отделения таких. Можете что хотите положить. Вообще идея была это сделать как такой холодильник. Я не знаю, в принципе, как в прототипе они мечтали об этом сделать, скажем так. И это можно тоже так... сейчас я вообще сложил, блин. В общем, здесь была идея такая, что она подключается здесь в сеть, и это у вас будет такой портативный холодильник. Вообще идея на самом деле была очень крутая, со всеми сиденьями, со всеми вот этими плюшками, фишками. Здесь должны были быть сзади у вас такие квиншейр сиденья, спереди тоже должны были сиденья, которые вы можете ноги сложить. Ну, к сожалению, в реальности, да, когда вы все это начинаете рассчитывать, пересчитывать, и так машина уже, в принципе, дорогая, и они отказались. Они отказались от этой консоли, что здесь будет холодильник, потому что, я говорю, это было сделано так, что вы берете этот холодильничек, идете на пляж, у вас серф тут лежит, потому что он сюда будет помещаться без всяких вопросов. И такая типа хипстерская тема, что классно должно было быть. Но, как мы видим, здесь нет, я не вижу никаких подключений, чтобы это был холодильник полноценный, рабочий. Также мы потом не видим здесь каких-то хороших сидений, а видим сиденья из Volkswagen T6, наверное, или с мультивена. И когда они начали экономить, получается так, что да, дизайн остался какой-то, но уже того смысла, который раньше задумывался, но его уже не сильно много осталось. И это, конечно, расстраивает, потому что когда вы видите концепт, а концепты у них выходят крутые, и концепт, например, вот сейчас последний был ID3, новый, который в версии тоже там GTX, он классный, я его прям вот в таком виде, как они концепт предложили, я его хочу купить. Вот это тоже машина, я ее хочу купить, как они ее представили. То есть здесь холодильник, классное сиденье. Здесь там большой монитор. Во-первых, монитор я хочу, чтобы он все-таки куда-то двигался. Он здесь никак не двигается. И он смотрит ни на меня, ни на водителя. То есть, если вы возьмете Теслу, там монитор может так поворачиваться, в другую сторону поворачиваться. Если вы возьмете Ford в новом Explorer, у него здесь монитор, и он так вверх поднимается и защелкивается. Вы можете его обратно оттащить. Здесь они, этого тоже не сделали. Ручка. Переключение скоростей. У нее нет никаких режимов, она просто крутится и крутится. У вас нет понимания, какая включена передача. Но это было уже давно, то есть тут паркинг, тут задняя, драйв и так далее. Тоже здесь не до конца доделали. Вот. В общем, какие-то моменты, да, они классно придумали, но потом, когда приходит время произвести автомобиль, они такие, дорого. Потом там урезали, и по факту получилось, к сожалению, не то, что хочет конечный потребитель за такую цену. В общем, здесь, кто никогда не ездил на каких-нибудь электрокарах или вообще на новых ID, тут есть заморочечки, как включается. То есть, вот оно сейчас все, вы сели, и оно сразу включилось. Вы просто можете сразу включить драйв, и вы поехали. Что хочу сказать, у Volkswagen руль, он хоть и, можно сказать, бездушный абсолютно, да, руль остался... вообще у вас нету какого-то сопротивления в нужном моменте, да. Может, оно и не надо, кстати. Но им невероятно приятно управлять по городу. Конечно, подтяжка ремня, кстати, есть. Очень плавно едет, очень мягко едет. В принципе, как и, наверное, все электрокары. В общем, едет она очень мягко, классно. И руль очень приятный такой ехать. Да, вы не будете искать себе, как все говорят, мы хотим, чтобы у нас была там спортивность, какая-то обратный отклик. Но, честно сказать, я не хочу этого. Зачем? Мне приятно, классно. Я могу вот просто одним пальцем ехать, рулить. Настолько мягкий руль, очень приятно ехать. Никаких шумов у вас нет. Все говорят,
Мы не хотим электрокары, мы хотим, чтобы был звук нашего мотора, крутого, там туда-сюда. Блин, ребята, у вас никакого нафиг звука нет в вашем трехцилиндровом автомобиле, в вашем Поло, в вашем Фиесте, в вашей или в многих других марках, которые там не придумали до сих пор. Даже в том же Yaris GR, который тоже трехцилиндровый, у них нет звука. У них нет звука в мотоциклах трехцилиндровых. Это не тот звук, который я хочу слышать. И, в принципе, тот звук, который они предлагают, я не хочу его иметь. Мне это не интересно абсолютно. Поэтому вот такая тишина. У них тоже была фишка, наверное, хозяин выключил, чтобы там были дополнительные звуки, да, какие-то. Я тоже этого абсолютно не понимаю. Я беру электрокар, чтобы я ездил в тишине. То есть я хочу ехать в тишине, чтобы никаких звуков, поэтому я покупаю электрокар специально для этого, чтобы это было тихо. И я не хочу слышать звуки коробки, звуки моторов, еще кого-нибудь. И то на данный момент, на сегодняшний день, даже если мы сравниваем полностью двигателя внутреннего сгорания и так далее, то у них уже они не столько громкие сами по себе с их выхлопом и работой мотора, как шины. Сегодня шины шумят намного громче и сильнее, чем двигатель, например, или выхлоп от двигателя, или еще что-то. О, кстати, вот мы тормозим сразу, она предупреждает, что мы едем быстрее, чем можно. Я надеюсь, что мы сейчас в пробку здесь не встанем. Это не было в моих планах на самом деле. Полностью вот эта полоса загорается классным. Видно. Что хочу сказать сразу, вот я сейчас чуть сильнее на тормоза нажал, чем хотел. Тормоза, конечно, из-за того, что они здесь оставили, потому что у них большая проблема, это почему-то большая проблема именно у Volkswagen, что они никак не могут справиться с тем, что на электрокарах и гибридах у них ржавели задние тормоза. Они не так работали, потому что все равно есть рекуперация и так далее и тому подобное. Они никак не могли эту тему победить. И как они вышли из этого всего? Они поставили просто-напросто сзади барабаны. И при торможении это все-таки чувствуется. Педаль не такая информативная, как если идут спереди и сзади дисковые тормоза. В этом, конечно, есть своя проблема, которую они не решили и просто сделали как будто быстрое решение, от которого весь мир, я уже даже не знаю, какая машина выпускается на сегодняшний день с задними барабанами, вот реально. И у них многие, у них там чуть ли не вот от e-tron, который там, как он даже называется, я не знаю, маленький внедорожник электрический у Audi, они тоже всякие ID там 4 выпускаются тоже с барабанными задними тормозами. Да, они у вас там не ржавеют и так далее. В принципе, их тоже не знаю, когда их надо будет обслуживать. У них своя экосистема, она закрытая. Но, да, к сожалению, это не то, что все-таки я хочу. Вот она, как будто вы в кашу нажимаете, такое, вообще непонятно, что это, тормоза или они тормозят. Вот я уже нажал сантиметра 3-4, и вот и ничего не происходит, да. И как и каждый электрокар, очень хорошо разгоняется, очень хорошо едет. Вообще-то я хотел проехаться здесь немножко по автобану, разогнаться, потому что максимальная скорость заявлена в этом автомобиле 160 км в час. Для всего мира, я могу сказать, для всего мира, что это типа ок. Для Германии 160 км в час, это все-таки хочется иметь побольше. Но из-за того, что аэродинамика здесь не самая аэродинамичная, из-за того, что машина тяжелая, расход по автобану тогда с такой скоростью будет, я думаю, не 20 киловатт на 100 километров, да, как заявлено изначально, а, в районе 35, наверное, и уже тогда по расходу, прям грустненько будет, наверное. В целом, сиденья, проверенные временем, которые давным-давно они везде устанавливают. Здесь даже есть подлокотничек, он, кстати, выставленный почти под меня. Но сразу, вот сразу, что вот я когда сажусь в автомобиль, что я сразу вижу? Одна рука у вас должна быть на уровне другой руки. Потому что если вы хотите выше эту руку поднять, вы ее ложите сюда. Если нет, то вот эта должна рука быть на уровне вот этого подлокотника. Так, мы выезжаем на безлимитный автобан и сейчас просто проверим, правда ли, что
скорость ограничена 160 км в час. Разгоняется очень классно. Ну, в принципе, все электрокары на сегодняшний день разгоняются очень приятно. Слышно, как задувает ветер. Там трафик приходится немножко тормозить. 150 уверенно разгоняет. И слышно шум. Слышно шум ветра. Все-таки это не автомобиль, который у вас по аэродинамике очень хорошо сделанный. 163, 164. Да, примерно, если 164, это по GPS, наверное, будет в районе 160 км в час. Это максимальная скорость этого автомобиля. Дальше он не разгоняется, хотя до 160 разгоняется очень классно. В принципе, все, что я хотел рассказать, я рассказал. Автомобиль все равно получился очень интересным. Как сказал хозяин этого автомобиля, автомобиль, вы сейчас просто не смейтесь, скажем так, задумайтесь, стоимость данного автомобиля 70 тысяч. И здесь, конечно же, сразу можно закрывать это видео, скорее всего, потому что ну, я не вижу цену этого автомобиля в таком сегменте, скажем так, и это, конечно, немножко меня печалит, да, потому что вот у Volkswagen последние модели мне на самом деле очень нравятся. Они мне очень нравятся, но, к сожалению, у них до сих пор осталось несоответствие цены к ожиданиям, то есть людей, которые хотят купить этот автомобиль. То есть они уже прикольно, у них уже большие мониторы сделали, у них есть там самозатемняющаяся крыша, скажем так. У них уже все в этом плане классно сделано. Они уже подтянули конкретно качество, они подтянули конкретно дизайн. Дизайн здесь мне очень нравится. Вот эти воздуховоды, они просто прекрасно выглядят, уже очень красиво сделаны, очень приятные на ощупь. То есть здесь в этом плане уже, наверное, лучшие из линейки Volkswagen, которые здесь стоят. В этом плане я вижу, что они делают прогрессы, но эти прогрессы я хочу видеть, то есть в финансовом плане тоже, чтобы цена соответствовала качеству. А качество, ну блин, такое, я хочу видеть здесь качественные материалы реально за эту цену. Если вы больше не вкладываетесь в разработку двигателя внутреннего сгорания, вы не вкладываетесь в гибридные какие-то системы, в какое-то такое, что стоит денег, блин, ну сделайте хорошие материалы. Вот они все хейтили, раньше все говорили, блин, Tesla говно, потому что у нее ужасное качество внутри, как она сделана, зазоры там туда-сюда. Если честно вам сказать, что по Тесле, но я если сравниваю, то в Тесле материалы на данный момент, на сегодняшний день лучше. Хотя американцы, те же Mustang, Ford Mustang, Tesla и так далее, они никогда не блистали своими зазорами по кузову, они не блистали материалами никакими, просто у них грубая кожа, либо дермантин какой-то и так далее. Но здесь вот я смотрю, да, здесь дермантин, или может даже кожа, непонятно. Я реально хочу, чтобы вот оно было, вот хотя бы там, где ваша рука присла... Вот, блин, вот здесь вот реально можно палец порезать. Вот здесь, где подсветка ихняя, она острая, прям острая, как, ну не как нож, но вот если вы проведете, оно прям неприятно острый кант, а у вас здесь прям рука лежит. И вот эти вот всякие моментики, я бы хотел, чтобы они намного лучше были обработаны, намного лучше сделаны. Они могут это сделать. Я хочу, чтобы они это сделали. Это как бы, если вдруг это видео кто-нибудь увидит там, на заводе и скажет, потому что по дизайну они могут лучше сделать. Уже вот она приятно едет, она классно. Вот по городу, это вот для города машина. По автобану она тоже приятно едет. Почему они сюда не засунули батареи? Вот хочется даже в версии, в которой обычный двигатель, вот здесь, да, сколько там, 260 лошадей, хочется здесь батарею видеть, ну, в районе там 110 киловатт. Ну, чтобы реально я просто, ну, прям 300-400 километров, чтобы 450 километров было стабильно. Вот это я хочу видеть в автомобиле, в принципе, в любом электрокаре. Пофиг, в какой я сажусь. Я хочу это видеть.
То есть мои 450 километров в любую погоду, зимой, летом, я хочу видеть мои 450 километров. То есть они сделали большую машину, в теории, которая сделана для путешествий, и они засовывают всего лишь 86 киловаттную батарею, ну хотя бы сотку, да, сотку хочу видеть 100 киловаттную батарею, то есть это было бы намного имело больше смысла. Хочу видеть лучшие материалы в салоне, в принципе я хочу видеть лучшую, скажем так, сборку, обработку. Кстати, здесь показывает не только скорость, но и знак, который последний был, то есть показывает, что здесь надо быть аккуратнее, бегают животные, вот сейчас исчезло. То есть в этом плане вот оно классно сделано. Вот здесь вот, где родная система, я не буду в нее вдаваться в подробности, она в принципе абсолютно неинтересная. Интересует все-таки связка с телефоном, с Android Auto, с Apple CarPlay и так далее. Вот это вот сегодня то, что человек хочет видеть в автомобиле, и то, что должно работать без всяких нареканий, то есть по Bluetooth должно подсоединяться, но все это сделается. Здесь есть удержание в полосе. Кстати, руль здесь, подогрев включается руля, можно его включить, и 3 регуляции есть. Что здесь вывели уже в последней генерации, они сразу вам сделали подогрев. В каких-то классных версиях тут есть сразу и охлаждение, есть массаж и все остальное. В этом плане очень хорошо все сделано. На самом деле они очень сильно подтянули качество, потому что был период у Volkswagen, когда они и дизайном так похрамывали, и по качеству. Сейчас они вроде все это сделали, но немножко надо им материалы подтянуть, да, потому что здесь вот эта фигня, вот эта вот пипка, которая красным цветом загорается, которая горит, ну вот честно, я ее видел, по-моему, в Т5 еще в Volkswagen. Это, конечно, хочу, чтобы, ну, все-таки это как-то был прогресс, знаешь, от старых вещей они как-то отказывались и уходили именно в какое-то качество, в хорошие вещи, скажем так, потому что ну, конкуренты не спят, особенно не спят как китайские конкуренты, которые, да, за такие деньги, за 70 тысяч вы уже такую жирную машину можете китайскую купить. Вопрос в том, конечно, в остаточной стоимости этого автомобиля, в безопасности и так далее, но они уже сильно прям сзади поджимают, вас прям сильно поджимают, в принципе, все марки. И, конечно, если вот такую машину, как я уже сказал, это для семьи это интересный вариант. Интересный вариант, вот разгон классный. Я вот хочу, например, у них опять-таки следующая проблема, вот помимо последние вот всякие транспортеры они уже делают вроде как гибридные, а до этого они просто делали дизель. Но мне не интересен дизель, я хочу электро, либо гибридную, вот такую большую машину, где посадил семью, бросил велосипеды там или еще какие-нибудь коляску, чтобы я вообще за это не думал, просто швырнул сюда. И в этом плане в концепт очень крутой. Реализация, ну, я очень надеюсь, что они, конечно, сделают работу над ошибками, выпустят следующую модель, где они вернут все-таки, если этот бокс снимается, чтобы он был вместе с холодильником. Это было бы круто. Ну, вот все то, что они придумали изначально, чтобы это они все-таки реализовали. В общем, машина классная. Соответствие цены качеству совершенно не классное. Оно, к сожалению, не подходит. И я бы хотел бы видеть тут цену, ну, в районе за эту машину. Ну, понятно, что на сегодняшний день машины сильно подорожали вообще, в принципе, любых марок. Но хотелось бы увидеть цену этого автомобиля, но если не в 2 раза ниже, то процентов на хотя бы 35-40 хотелось бы ниже видеть, потому что если вы платите такие деньги, ну, блин, хотелось бы все-таки видеть, за что вы платите, а вы не видите. Вот, то есть, если, конечно, свои деньги платить, то как бы сильно жалко, наверное, получается, что ли, такие деньги отдавать. То есть 70 тысяч это уже прям солидно, мне кажется, 70 тысяч. Но у них прям старт, я думаю, что прям да, сильно большой в ценовой категории, прям дорого. А вот руль по ощущениям очень приятный, кстати, тоже. И вот эти кнопки, я не знаю, что их все хейтят, здесь тоже сенсорные и в мониторе. Все удобно, все классно, здесь вот клима. Вы можете синхронизировать. Здесь, то есть, все они уже сделали, продумано. Много было слез у них пролито, пота и крови, чтобы допилить это, чтобы оно все работало, потому что, да, они хотят убирать все эти кнопочки, крутилочки. Это тоже правильно, потому что это Tesla задала моду, не знаю, когда первая Tesla вышла в 2013 году, по-моему.
И все тогда, блин, монитор, ну это так ужасно, то есть мы не хотим никакой монитор, мы хотим крутилку. Как вы видите сегодня, на сегодняшний день, вообще здесь ничего нету. И это правильно. Здесь, кстати, вот так подумать, да, если эта штука, вот эта средняя консоль, если она не несет никакой смысловой нагрузки, то здесь можно было бы поставить, опять-таки у них есть уже варианты готовые, взять с транспортера здесь спаренное сиденье. Я не знаю, как оно по ширине влезет или нет, в принципе влезет. И это было бы тоже круто, потому что, в принципе, если вы так подумаете, то машина, которая будет сразу вот со старта шестиместная, ну таких нет. И это очень классно. Это, в принципе, раньше это было довольно популярно, там, особенно в американцев, что здесь такой диван сплошной. Это было в транспортерах так сделано, что тут тоже такой диван, впереди 3 человека сидит, сзади 3 человека сидит. У вас сразу 6 мест, и тогда вопрос, да, типа, а надо мне тогда 7 мест? Ну, может, тогда и нет. И вот это вот тоже хочется, чтобы они об этом подумали, потому что, блин, ну, у вас нет туннеля, потому что у вас нет кардана, у вас нет выхлопа, у вас электрокар, можно сюда бахнуть тут 3 места, там 3 места. А еще, если вы поставите в багажник еще 2 сиденья, то у вас получится, что это будет, сколько это, 6 плюс 2, уже 8-местный автомобиль. Ну, блин, тоже круто. Ну, то есть, задумка, идея крутая. И я надеюсь, что у них получится это реализовать. А на этом все. Я уже все рассказал, что хотел. Если, я уверен, будет много комментариев, пишите комментарии, будем обсуждать, я, может, сделаю отдельное видео, обсудим это все. Ставьте лайки, не забывайте ставить тоже колокольчики, чтобы если новое видео выходит, вы сразу получали уведомления. С вами была iGDaily Культура скорости. Всем пока!